Здорово, уважаемые подписчики и зрители ютуба. Сегодняшнее видео у меня будет полезное. Я думаю, что оно будет полезное вам. Ну, мне оно уже само собой полезное, потому что я его сделал. В общем, я предлагаю в этом видео посмотреть самодельный гаражный подъемник. Ну, теми, что двигателя поднимает, ну и разную другую, как говорится, тяжелую технику, железо. Ну и тому подобное, в общем. Ну, как говорится, соловья баснями кормить не будем. Приступаем к обзору. Ну вот, дорогие друзья, это и есть мой самодельный подъемник. Сделан он, значит, из уголков. Уголки старые советские. Вот эти два колесика, задние или передние, хрен знает, как их назвать. В общем, китайские. Вот такая вот тоже советская лебедка. Вот так она, значит, здесь пока еще здесь так держится. Ну, может быть, ваши советы, где-то что-то добавить, где-то что-то переделать. В общем, пишите в комментариях. Так, ну продолжаем, значит. Все это, значит, с уголка советского. Здесь вот основание. К основанию приварена труба, по-моему, 80-я. Ну, к сожалению, она еще не доварена. Приварена она, значит, вот под углом. Вот так вот. Проходит, значит, трос от лебедки. Ролики все тоже для троса все самодельные. Это, например, от старого подшипника внутренняя обойма. Сварено под него вот такое вот П-образное основание. Все это, значит, приварено к трубе. Стрела съемная. Вот на такой вот шпильке толстой. Здесь она зафиксирована шплинтом. Здесь, значит, обварено пластинами. По-моему, 8 миллиметров. Все это усилено вот такими перемычками. Это вот такие вот две ручки, чтобы, например, перемещать его. Здесь вот тоже спереди два колесика советских. Они полностью резиновые, литые. Вот так они приварены у меня. Труба это, по-моему, 50-я основание. Лапы, так сказать, усилены уголком. Так, стрела у меня поднимается при помощи, значит, домкрата 12-тонного. Здесь сваренный переходник. Здесь на него одевается труба. Диаметр 25 миллиметров. Ну и упирается, значит, вставляется вот сюда через тоже шпильку или палец, как это правильно назвать. Тоже два ушка. Ну, еще, конечно, здесь не окультурено. Зашлифовать посильнее, обварить, усилить. И будет нормально. Стрела у меня здесь, по-моему, так, 1,5 метра. Ну, если кому интересно будет размеры, напишите, я вам размеры все потом скину. Ролик тоже самодельный. Это даже и не ролик, а алюминиевый шкив. Ну, то, что было, в общем, из того и делал. Ну, в будущем я переделаю, поставлю сюда металлический. Ну, и это, я думаю, тоже, скорее всего, надо будет переделывать. Да, и огромный минус. Надо было делать стрелу квадратную, а вовнутрь поставить меньший диаметр квадрата, чтобы она, как говорится, была вот такая выдвижная. Но я думаю, что стрелу пока оставлю так. Меня устраивает, длиннее пока и не нужно. Вот так, значит, все это выглядит. Домкрат у меня тоже пока еще не установлен, повторюсь. Под него еще сделаю здесь площадку, приварю. Упоры, чтобы он стоял, никуда не сдвигался. Ну, в общем, так сказать, конструкция получилась надежная.
Я уже пробовал поднимать ей двигатель от старой классики. Да, кстати, он у меня стоит. Это тоже будущий проект. Если интересно, конечно, подписывайтесь и не пропустите, что же из этого двигателя будет. Ну или предлагайте свои варианты, что можно сделать с вот этим вот стареньким, видавшим виды мотором. Но, кстати, он очень хороший. Поршневую я на нем уже поменял. Так, ну, в общем, а теперь попробуем что-нибудь поднять. Ну вот у меня уже груз, как видите, висит. Старый сверлильный станок советский. Это тоже проект очень ближайший. Ну, если подпишетесь, то не пропустите обязательно, я думаю. Потому что, как говорится, ручной дрелью ровно не насверлишь. Ну, в общем, сейчас я покажу, как работает домкрат и как работает лебедка. Ну вот, значит, сначала поднимаем груз лебедкой. Ну вот, как-то так, друзья. Ну и можно, соответственно, и перемещать. Вот таким вот образом. Можно передвигать груз с места на место. Ну а для более точного подъема или плавного отпуска можно использовать домкрат. Сейчас покажу. Ну вот как-то так, друзья. Вот такая, в общем, получилась у меня полезная вещь для гаража. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои идеи, предложения, как можно это дело модернизировать, улучшить или наоборот что-то убрать. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.